Привет-привет! Я очень рада вас видеть. Сегодня вы выучите около 50 новых слов про кухню. Я буду показывать вам мою любимую посуду и мои самые любимые вещи на кухне. Поэтому включайте субтитры, а мы начинаем. Поехали! Это моя небольшая, но очень светлая кухня. Здесь много разных шкафчиков, плита и духовка. Здесь у меня находится вытяжка. Я включаю ее, когда варю супы или жарю котлеты. А что же находится в этом шкафчике? Давайте посмотрим. Здесь я храню разные крупы. Например, у меня есть, конечно же, гречка, киноа. У меня есть рис. На верхней полке у меня хранится фасоль далеко, несколько томатных соусов, маринованные огурцы или соленые огурцы. Обожаю. Не могу жить без соленых огурцов, честно. И томатная паста. Я редко использую соусы, так как в них много сахара, и это не очень полезно для желудка. Это вредно для желудка. Следующий ящик со столовыми приборами. Давайте посмотрим. Здесь у меня есть, давайте посмотрим, вилки. Это одна вилка, вилки. Столовые ножи, много столовые ножи. Эти ножи не очень острые, они тупые ножи, они плохо режут. У меня есть столовые ложки, и у меня есть чайные ложки, поварешка, потому что в России мы очень любим варить разные супы. Я особенно люблю готовить грузинский суп харчо. У меня даже есть специальная приправа. Это лопатка или лопаточка. У меня есть лопатки на любой вкус. Большие и маленькие. Кстати, у меня даже есть лопатка для блинов. Специальная отдельная лопатка для блинов. Представляете? Потому что мой муж обожает русские тонкие, очень-очень тоненькие блины. Куда деваться? Нужна специальная лопатка. Также у меня есть овощечистка. С ее помощью мы чистим картошку, морковку и другие овощи. У меня также есть штопор, чтобы доставать пробки от вина. А это венчик для того, чтобы взбивать сливки, взбивать яйца, когда я хочу, например, приготовить торт или испечь
пирог. Это простая терка. Я использую ее, когда хочу, например, натереть морковку или картошку на дранники. Дранники – это белорусское блюдо. Я вставлю картинку. Их тоже очень люблю, но, признаться честно, редко готовлю. Что же у меня в следующем ящике? Если честно, я уже все достала из ящика. А здесь у меня пищевая пленка, пищевая фольга, пищевая фольга. Я использую ее, когда запекаю мясо в духовке или овощи. Конечно же, пергаментная бумага. Пергаментная бумага. Я использую ее, когда, например, хочу испечь какие-нибудь булочки или пироги. У меня есть мечта. Я очень хочу испечь хлеб. Я пробовала испечь банановый хлеб с орехами. Получилось очень вкусно, но настоящий хлеб я еще не пекла. Если у вас вдруг есть рецепт, добавляйте, пишите рецепт в комментариях, а может быть мы с вами вместе приготовим хлеб, испечем хлеб, почему нет? И я сниму весь процесс на видео и добавлю субтитры. Мне кажется, будет очень интересно. Если открыть мой шкаф со столовыми приборами, то можно подумать, что я очень люблю ножи. Потому что я считаю, что для каждого продукта, ну не для каждого, но для многих продуктов есть отдельные ножи. Поэтому у меня есть отдельные ножи для рыбы, для мяса, но нет ножа для хлеба. Я думаю, нужно приобрести. Здесь у меня большая, просто огромная кастрюля с крышкой. Это крышка от кастрюли. Да. Что же еще есть? Также, сейчас у меня есть сковородка. Я быстро достану. Сковородка. У меня есть блендер. Также у меня есть капучинатор, чтобы готовить такую вкусную пенку для кофе. Также у меня есть держатель для бумажных полотенец. Вот такой деревянный, красивый держатель. Кроме того, обязательно у меня есть две такие веселые прихватки. Я использую их, когда достаю, например, противень из духовки. Противень очень горячий, поэтому мне нужны две прихватки. Если честно, моя кухня очень минималистичная. Как вы видите, здесь только белый и черный цвета. Но мне хотелось добавить красок, поэтому я решила, что можно приобрести такие красивые, цветные, веселые прихватки. В интерьере я очень люблю дерево, поэтому мне очень нравится вот такая вот красивая хлебница, которая сделана из дерева и из стекла. Вот такой вот красивый стеклянный колпачок. Также у меня есть два вот таких вот красивых, изящных деревянных подноса, которые я это маленький, и еще у меня есть большой, он сейчас занят. Я использую эти подносы, когда, например, хочу попить кофе в гостиной
и, например, сидеть на диване и попивать чашечку кофе или чая. Как-то в сторис я говорила, что я фанатка императорского фарфора. Императорский фарфор. Императорский фарфоровый завод — это первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий. Давайте посмотрим, что здесь. Императорский фарфоровый завод находится в Санкт-Петербурге. Сейчас давайте откроем вместе и посмотрим, что здесь. Сейчас покажу. Так. Распаковка. Такая вот красота. Посмотрите. Попытаюсь сфокусировать. Очень тонкий, элегантный фарфор. Он, правда, тонюсенький, очень красивый. И также к нему идет, и также здесь находится красивое блюдце. Вот такое вот блюдце, тоже очень-очень тоненькое. Посмотрите, Санкт-Петербург, 1744 год. Такая вот красивая чашка и блюдце. И вот так вот я пью кофе, как аристократка, и представляю себя в XVIII веке. У меня еще есть другие чашки, возможно, я покажу их в следующем видео. Эту чашку и блюдце я купила недавно. Это Англия. Такая вот красивая. И здесь внутри есть цветочек. И тоже вот такое вот блюдце. Кажется, что тоже очень красиво. Меня, правда, такая посуда очень вдохновляет. И мне хочется творить. Не знаю. Расскажите, вам нравится красивая посуда или вы не придаете значения, не обращаете на это внимания? Ну что, ребята, я думаю, что на этой приятной и потрясающей, красивой ноте мы будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте смело лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы хотите поддержать меня, я буду только рада. Я оставлю ссылку в описании. И если вы хотите забронировать урок со мной, ссылка тоже в описании. Пока-пока, увидимся. Отличного вам дня!